эта история раньше была, конечно, не так известна, как сейчас. Я, можно сказать, первая за эту тему взялась. Это было довольно давно. И эта книга была первым художественным произведением, написанным о перевале Дятлова. А импульсом стало то, что я посмотрела фильм документальный, снятый у нас на Урале, в Екатеринбурге. Фильм назывался «Тайна перевала Дятлова». И мне эта история очень показалась интересной, любопытной. Мне захотелось еще в ней покопаться, найти что-то новое, неожиданное. Ну, вот так я, собственно говоря, за нее и взялась. И, ну, вот я такой сделала неожиданный ход по тем временам. Я попыталась объединить в одной книге фикшн и нон-фикшн. Я знаю, что для европейского читателя это немного странно, потому что все-таки, ну, я знаю вот на примере Франции, например, что очень четкое есть разделение. Либо это фикшн, либо это нон-фикшн. Но вот, тем не менее, я, как любой русский человек, не побоялась рискнуть и объединить две вот такие совершенно разные, два разных способа подачи материала в один. Ну, вроде бы получилось, потому что книжка до сих пор переиздается, и в России, в общем, она достаточно популярна. Эта история сама по себе очень страшная, в ней много таких шокирующих деталей. Я ее категорически не рекомендую читать детям, людям с какими-то ну, с такой очень восприимчивой психикой, потому что она, правда, пугающая. Причем это страшные подробности, они не выдуманы, там ничего не надо было выдумывать, она страшна, так сказать, вот по определению. Да, это было трудно писать, но я думаю, это не потому, что я женщина, а просто потому, что любой человек, способный к эмпатии, к сочувствию к какому-то, он, ну, ему это ранит, вот правда, когда читаешь, как эти 9 молодых, сильных, таких здоровых людей, такая советская элита они были, и вдруг вот с ними происходит что-то такое, настолько страшное, да, очень тяжело, потому что это же не мой вымысел, это реальная история, это не детектив, это вот именно такое художественно-документальное повествование. И я в какой-то момент решила, что я честно скажу читателю, что вот все, что я знала, я для вас собрала. Я довольно сразу, довольно быстро, вернее, поняла, что разгадать тайну перевала Дятлова я не смогла. Но ее никто не разгадал. Даже сейчас, наверное, вы слышали, что там опять прокуратура объявила, что следствие закрыто, что туристов убила лавина, но это буквально на днях. Ну, это почти каждые, не знаю, 2 месяца новые данные, но это все, опять же, додумки, нет никаких доказательств. Всем хочется принять вызов и разгадать эту тайну. Я думаю, в этом причина, потому что эта тайна цепляет. Я думаю, что мало что вот такого, ну, такого же уровня произошло. Хотя, казалось бы, происходит все время что-то, и разные смерти, и страшные случаи, преступления, но вот именно дятловская история всех цепляет, потому что никто не понимает, что там произошло до сих пор. Это загадка. Загадка, которую, ну, читателю предлагается разгадать.